транзитные пути, которые могут пройти через Афганистан, Пакистан, Индию. Надеюсь, они все-таки разберутся со своим пограничным конфликтом, не доводя это все до ядерных разборок. Вот как-то так. Большой вопрос. Что касается Индии и Пакистана, конечно, очень хотелось бы, чтобы они нашли там пути для примирения. Конфликт в рамках ШОС нам совершенно ни к чему. Это точно. Вот. Ну, будем наблюдать. Что касается Афганистана, ну, если есть такой регион, как Центральная Азия, то Афганистан — центр Центральной Азии. Через него действительно можно провести немало караванных троп, торговых, железнодорожных маршрутов. Что касается энергетики, действительно, с электроэнергией там вот так, как есть, как было в конце 70-х, так и осталось. Несмотря на появление там вот этой проамериканской власти, ничего не изменилось. 30% электрифицировано, все остальное нет. При этом проекты на тот момент, когда у нас были более чем приличные отношения, разрабатывались. Если Амударья для республик Средней Азии — это медленная, плавная река, то для Афганистана она бодрая, горная, электростанции там можно строить немало. Проекты есть. Так же, как в республиках Средней Азии работал Ленгидропроект, ныне структурное подразделение Русгидро. Я думаю, они будут только рады, если их пригласят обновить эти проекты. В России особо работы нет. Гидроэнергетикой мы занимаемся исключительно теоретически. Там можно заниматься практически. И это хорошо. Если, давайте от энергетики пойдем. Вот чисто электроэнергетический проект — это то, что было предложено вот как раз в годы правления в Кабуле проамериканских властей. Но власти сменились, а электроэнергетика, она, в общем-то, на все приходы новых политических сил реагирует мало. Это так называемая ЦАСа-1000, Центральная Азия, Южная Азия. 1000 — это 1000 киловольт линии электропередач. Идея была в том, чтобы задействовать гидропотенциал Таджикистана и Киргизии с тем, чтобы обеспечить электроэнергией не только Афганистан, но и добраться до Пакистана. У Пакистана приблизительно такая же проблема с первичными энергетическими ресурсами. Уголь, газ и прочее там плохонько, а север наиболее индустриально развитый, то есть спрос был бы всегда. Вопрос упирался сначала, все говорили, что вся проблема в Афганистане, потому что через его территорию надо пройти. Теперь выясняется, что надо еще и электроэнергию где-то взять. Гидроэнергетика — это замечательно, но это полгода поставки есть, полгода поставок нет. Что, в общем-то, не самый выгодный вариант. Для того, чтобы как-то это все сделать круглогодичным, надо много работать. Это не только гидроэлектростанция, но и какие-то другие. Вот 23 апреля пришла новость о том, что Росатом передал на рассмотрение руководству Киргизии проект атомной станции малой мощности. 2 блока «Ритм-200М». Договоренность о том, что этот проект должен быть сделан, была достигнута еще в 2022 году. Вот, соответственно, посмотрели, что там с геологией, что там со сейсмоопасностью, и, видимо, какое-то место выбрали, какое пока не сообщается. Видимо, до ответа, до каких-то комментариев со стороны регулирующих органов Киргизии, наверное, преждевременно. Но это один из шагов. Остальные шаги, тоже достаточно очевидно. Как была выстроена объединенная водно-энергетическая система Средней Азии на закате советской власти, известно. 2 республики расположены в горной местности. Таджикистан, Киргизия — это гидроэнергетика, с тем, чтобы можно было накапливать воду в зимнее время. Их необходимо обеспечивать тепловой генерацией, которую могли уверенно давать в республике на равнинах. В 2015 году было принято решение о восстановлении этой энергосистемы. Она, к сожалению, недолго поработала в таком виде, в каком ее создавали, в каком ее проектировали. В 90-м году было закончено формирование. Связано это с тем, что строительство гидроэлектростанции в горной местности — это такой большой инженерный подвиг. Быстро ничего не получалось. В 90-м году начали работать, в 91-м закончили по причине исчезновения Советского Союза. Дальше не смогли выяснить между собой отношения. Разный подход к налоговой системе, к системе ценообразования. Долгие выяснения, кто самый главный. Расположение оператора диспетчерского управления планировалось в Ташкенте. Причина не в какой-то политике, не еще в чем-то. Из бывших советских республик только Узбекистан имеет границы со всеми остальными соседями.
Вот проблем было много, постепенно восстановление идет. В прошлом году присоединилась к этому соглашению Республика Таджикистан, и сейчас автономно себя ведет только Туркмения. То есть, видимо, там нейтралитет решили возвести в некий абсолют. С одной стороны, с другой стороны, у них газа достаточно, чтобы Туркмения сама себя всем обеспечила. И не только себя. Одна из тех республик, которая начала сотрудничество с Афганистаном совершенно спокойно, невзирая на политические события. Из Туркмении начато строительство газового проекта ТАПИ. Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия. Первые километры проложены. Сейчас строится первая компрессорная станция на территории Афганистана, и вдоль нее строится еще и линия электропередач. То есть Туркмения намерена монетизировать не только газ как энергетический ресурс, но и, собственно, электроэнергию. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Наибольший объем поставок электроэнергии в Афганистан на день сегодняшний – это Узбекистан. И, соответственно, там тоже возникают вопросы. Растет собственный спрос, что делать для того, чтобы выгодно поставлять электроэнергию, опять же, работать. Нужны дополнительные мощности либо в самом Узбекистане, либо по ту сторону реки. Будем смотреть, что из этого получится. Почему это нам интересно, если не касаться нашей энергетической стратегии, которая не предусматривает сотрудничество в электроэнергетике ни с одной страной мира? Если говорить о реальностях, поставки электроэнергии из России в Казахстан шли и идут. Нас вообще, на мой взгляд, энергетически разорвать невозможно. Я не про политику, пусть там политологи меня как угодно поправляют. На всякий случай напомню, что крупнейшая в России угольная электростанция Рефтинская работает на угле Экибастуза. Нехватка электроэнергии, которая приобрела уже такой регулярный характер, порядка 4-5% в Казахстане не хватает, он получает ее из России. При этом единственная компания, добывающая уголь в Экибастузе, принадлежит российским компаниям. То есть вот настолько плотненько, что наличие там какой-то линии, которую называют политической границей, для энергетиков неинтересно в принципе. Через территорию Казахстана поставки электроэнергии идут и в Узбекистан, и в Киргизию. Хотя, конечно, достаточно большие потери. Так же, как у нас в России с линиями электропередач, с потерями в линиях электропередач в Республике Центральной Азии не лучшая обстановка, но тем не менее. То есть Киргизия фиксирует, что поставки идут. Дефицит покрывается за счет России, за счет Казахстана, за счет Узбекистана, за счет Туркмении. То есть от всех соседей понемножку в среднем получается нормально. Но то, что Киргизии, очевидно, нужно развивать тепловую генерацию, объем поставок газа в абсолютных числах невелик, было порядка 400 миллионов кубометров в год. Каким-то образом договорился «Газпром» с национальной компанией газотранспортной Киргизии с региональным названием «Газпром Кыргызстан». Как-то они нашли общий язык, придумали ценовую формулу, повезло, удачно прошли. Но за последний год поставки удвоились. То есть, опять же, как бы, если из России смотреть, было 400 миллионов кубометров, стало 780. Ну и что? Но для Киргизии это объем увеличенный в 2 раза. То есть, достаточно серьезно все. Ну и что касается транзитных путей, их много. Теперь у Афганистана 2 железных дороги. Одна от Термеза до Мазари-Шарифа из Узбекистана, колея 15-20. Вообще все в порядке, все знакомо. Но мы уже начинаем опаздывать со своей колеей 15-20, потому что колея 14-30 пришла из Ирана в Герат. Иран это рассматривает как начало еще одной большой железнодорожной колеи. Но в Иране 14-30, ничего с этим не сделаешь. Почему прокладывали до Герата? Поперек границы Афганистана и Ирана крупное железнодорожное месторождение, с иранской стороны оно уже осваивается, пришли на эту сторону и теперь размышляют, каким образом развивать. То ли развивать просто добычу и поставлять на металлургический комбинат в Иран, но тогда это расход на логистику.
то ли строить металлургический комбинат прямо здесь. Но здесь не выяснены до конца политические взаимоотношения, и непонятно, хватит ли у самого Ирана денег, потому что некоторое количество санкций, конечно, мы его значительно обогнали, мы чемпионы, но не по времени. Если посмотреть на годы после Исламской революции, после 1979 года, то годы, когда Иран не находился под санкциями, можно пересчитать на пальцах рук. Стаж у них значительно больше. Иран это рассматривал как начало строительства железной дороги в Китай. Там достаточно сложный маршрут, потому что горы, если не называть эти узловые станции, то Иран, Афганистан, Таджикистан, Киргизия, Китай. Переговоры шли достаточно давно. В Кабуле время от времени менялась власть, но основная тема разговоров в Китае колея тоже 14:30, в Иране 14:30, в бывших советских республиках, разумеется, 15:20. На тот момент, когда переговоры шли, у Афганистана была одна железная дорога от Термеза до Мазари-Шарифа, тоже 15:20. Поскольку в Афганистане никакой другой дороги не видели, они выступали за 15:20. А какая же может быть дорога? Других не бывает. Получится ли это маршрут? Опять же, сказать сложно. Здесь после Герата намерены повернуть на юг Мазари-Шарифу. Мазари-Шариф становится таким узловым пунктом. И вдоль Амударьи в нашей республике, потому что напрямую через горные перевалы железная дорога слишком фантастически выглядел бы проект. В 2016 году, еще при предыдущих властях в Кабуле, поступило предложение от Узбекистана, проект века, трансафганская железная дорога, продлить от Мазари-Шарифа до Кабула и уйти в Пешавар. Тоже 15:20, с надеждой, что удастся осуществлять обмен товарами не только с Афганистаном и Пакистаном, но в светлом будущем еще и с Индией. Железнодорожная колея в Пакистане и в Индии одинаковая, так называемая широкая имперская, 1670, наследство от британских времен. Ну, теперь вот все загадочно, получится, не получится. При этом новые власти Афганистана уверяют, что они гарантируют обеспечение безопасности, что никаких там диверсий и террористических актов не будет. Их можно понять, им это выгодно, безработица в стране высокая, появление новых серьезных проектов. Разумеется, есть надежда на то, что эти железные дороги будут еще и электрифицированы, немножечко поднять уровень жизни. Есть и наша заинтересованность. Ну, на мой взгляд, выход на Пакистан не только через порты Ирана, то есть международный транзитный коридор север-юг, и вот здесь. Это сухопутный вариант. Чем больше маршрутов для товарообмена, тем лучше. Напомню, что Пакистан страна махонькая, крохонькая. Я несколько лет по инерции заявлял, что население там 220 миллионов человек. Выяснилось, что я безнадежно устарел, там уже 280. Если говорить о рынках, у нас всевозможные экономисты к общему мнению пришли. Для того, чтобы рынок мог развиваться за счет собственных возможностей, нужно, чтобы в этом рынке присутствовало 300 миллионов человек. Решается ровно одной страной. Население Афганистана, ну, как считают власти, около 30 миллионов человек, но это не точно. Не во все районы можно прийти с тем, чтобы пересчитать население. Не во всех поселках население намерено учитываться. Так что, ну, тем не менее, то есть это достаточно серьезно. И тот проект, который был предложен Туркмении, немножечко такой автономный, самостоятельный, третья железная дорога, опять же, мало не было, и она уже начата. Она строится от границы Туркмении и Афганистана в сторону, опять же, Герата. И тоже планируется, что она дойдет до Пакистана, но уже по западной границе Афганистана, не через Кабул, а вот сюда впритык. Тургунди, эта станция, она уже строится на границе Туркмении и Афганистана. Дальше Герат, Кандагар и Спин-Булдак, это граница Афганистана и Пакистана. Вот такой вариант. Если все это будет построено, или хотя бы начато, ну, в Афганистане, наверное, многое изменится. Чем нам интересно вот это предложение от Туркмении, который уже подключился Казахстан, ему это тоже интересно.
Это мало того, что Герат, как не исключено, что центр черной металлургии, осталось только уголь привезти, но я знаю страну, где уголь есть, и которая его охотно повезет куда угодно. Лишь были бы вагоны. Были бы постоянные контракты. Севернее Герата есть очень хорошее такое серьезное месторождение хромовых руд. Хром – это один из немногих металлов, которые Россия импортирует. Хром – это дорога к нержавейке. Нержавейка всегда в цене. У нас вот как-то со своими месторождениями не очень сложилось. В Афганистане оно крупное. Вообще недра Афганистана, они много сюрпризов несут. Причем иногда даже там, где не ждут. Незадолго до ухода американцев возникла необходимость модернизировать одну из гидроэлектростанций на Амударье. Соответственно, пригласили специалистов из силовых машин, из Росгидро, с тем, чтобы посмотреть, как вот дела с плотиной, какое оборудование, не размыты ли берега. Геологи приехали просто посмотреть, что с руслом реки. Вот просто вот не размыто, там не возникли какие-то там проседания или еще что-то. Ну и совершенно случайно нашли месторождение золотой руды. Так бывает. Я думаю, что если в Афганистане приличные геологи поработают, мы много о нем узнаем. Он станет не только центром для торговли, но и стремительно развивающимся государством. Настроение такое есть. Что с образованием, я пока не знаю, но я думаю, что общими усилиями в восстановлении Афганистана, в его развитии заинтересованы все соседи. Соседей у него много. И Китай, естественно, проявляет интерес. Ему принадлежит лицензия на разработку крупнейшего на планете месторождения меди. Потихоньку размышляют о том, как подходить. Разумеется, электростанций нет, дорог нет, ничего нет, медь есть. Много меди, хорошей меди. Железной руды тоже более чем достаточно. В общем, если у нас действительно будут развиваться отношения с Афганистаном в том темпе, который мы действительно можем обеспечить, это было бы очень серьезным подспорьем и для России в том числе. Пока, по-моему, Казахстан был первым, кто вычеркнул талибов из списка экстремистских организаций с такой, по-моему, чисто восточной неспешностью, но обратно внести мы его всегда успеем. Вот давайте вынесем, посмотрим, как будут себя вести. Ведут себя хорошо. Собственно говоря, решение России о том, что это не экстремистская организация, связано с успехами в борьбе с террористическими организациями. Кто бы что бы про талибов не рассказывал, уровень террористической угрозы там стал снижаться. Планомерно, я уж не говорю про то, что там в очередной раз происходит с выращиванием маковой соломки, она опять вся сгорела. Надеюсь, что в этот раз не с владельцами. В прошлый раз вместе с ними горело все. Так что Афганистан крайне интересен, на мой взгляд. Одно уточнение хотел у тебя узнать. Ты сказал про дорогу из Туркменистана. Там какая колея? 15-20? 15-20. То есть в Герат могут прийти сразу... Сразу две дороги. Две дороги, да. С другой стороны, почему бы не сделать именно там перекидку тележек? Вполне, да. Получается, что Герат тоже может стать перекрестком. Если Мазари-Шариф... Это перекресток дороги из Узбекистана в Афганистан, трансафганское уже название получило. И пока такой гипотетической дороги из Ирана в Китай, то Герат это из Туркмении читать, как из Казахстана. Почему в России это тоже интересно. То есть нам все проекты, связанные с развитием железных дорог в Казахстане, становятся интересны. Потому что Казахстан – это и восточная ветка международного транзитного коридора север-юг, это и дорога трансафганская. Узбекистан, конечно, считает, что она будет начинаться в Узбекистане, но для нас она начинается на нашей границе с Казахстаном. И, соответственно, вот это предложение, пока еще название не появилось, но я думаю, какое-нибудь придумают, чтобы не проговаривать все эти 4 пункта. Это тоже Казахстан. То есть это железная дорога, которая могла бы идти по побережью Каспия и заодно выполнять и функции по транзиту грузов по север-юг. Тоже все прилично. Я очень надеюсь, что наше железнодорожное ведомство
начнут переговоры, начнут проектировать это. И, конечно, я очень надеюсь, что в нашем руководстве вспомнят предложение, сделанное губернатором Кемеровской области господином Савельевым. До того, как он стал министром энергетики, он делал, на мой взгляд, очень хорошее предложение. За РЖД надо оставить функции перевозчика. А для строительства новых железных дорог нужно создавать новую государственную компанию. Потому что так много функций у РЖД. Она перегружена огромной работой, и ей просто некогда.